Дорогие друзья, издревле люди верили в торговую удачу и очень боялись терять эту торговую удачу. У купцов были специальные обереги, заговоренные мешочки, камни. Носили с собой талисманы торговые, покупали, если было нужно, у заморских ведьм всякого рода обереги, всякого рода заговоры купеческие, которые созывали, призывали народ. Друг у друга перетягивали клиентов, потому как у торговых людей все зависит от клиентской базы, все зависит от денег. Не будет денег, не будет силы, не будет могущества, не будет имущества, не будет имени. На купцах держались государства, на купцах держались царства. Купцы были не последние люди, потому что армию нужно было кормить, и нужно было для армии все покупать, даже оружие, снаряжение и прочее. Тот же самый купец Минин и князь Пожарский спасли Россию. Минин отдал свои средства, а Пожарский свою военную доблесть. Вот они, соединив деньги с храбростью, спасли державу от погибели. Поэтому относиться к купцам легкомысленно не стоит. И для того, чтобы возвысить эту профессию, на Руси назвали их купцами. Слово «купец» – тот, кто покупает. Не продавец, не торгаш, не как-либо иначе, а именно купец. Это звучало очень высокородно, очень благородно. Многие купцы потом получали титул бояр. Многие бояре впоследствии стали князьями, стали графами, да, называться баронами и прочее, когда уже эти звания вместе с Петром Великим перешли, скажем так, на Русь. Ну, те же самые Нарышкины, например, которые изначально были купцы. Те же самые Захарины, которые изначально были купцы. Анастасия Захарина Юрьева, которая стала женой Ивана Грозного. А после, в память о ней, поскольку она была дочерью князя Романа Захарина, как уважая царицу, назвали братьев ее Романовыми. Вот Романовы позже пришли, сели на престол именно благодаря этой женщине и благодаря народной любви к этой женщине. Но они изначально были купцы, а после восели на всероссийский трон. То есть это говорит о том, что купечеству изначально деньги, денежная сила имела огромную силу и влияние. Вспомним тех же самых Медичи, которые были ростовщики и купцы венецианские, которые впоследствии стали именовать себя там хозяевами Венеции и выдавать дочерей за королей, за герцогов. Мария Медичи, Екатерина Медичи, пожалуйста, вам покровители искусств и прочее. Обычные купцы, так называемые, которые вот добрались до таких высот. Так что те люди, которые занимаются купечеством, на самом деле это не торгашество. Купечество – это очень уважаемая профессия, и для того, чтобы знать, чем торговать, знать, как снизить расценки, как справиться с конкуренцией. Это непросто. Конкуренция на рынке очень страшная, очень тяжелая. Это просто акулы бизнеса, которые готовы сожрать и уничтожить любых мелких рыб. И нужно выживать среди этих хищников. Поэтому купцы, естественно, всю свою удачу, всю свое влияние связывают с деньгами и правильно делают, поскольку главное, что они умеют, это делать деньги, что, в принципе, немаловажно. Купцы давали взаймы султанам, ханам, императорам, друзья мои. Были купцы, которые были намного богаче, чем правящие династии. Поэтому, скажем так, их надменность купеческая тоже где-то объяснима, потому как некоторые кичатся своей родовитостью, а
купцы имели это влияние, они могли купить и титул, они могли влиять и на историю, и таких примеров очень много. Тот же самый Саргос, любимец Мурада IV, армянский купец, по просьбе которого во время завоевания Армении Мурадом IV Эчмиадзин был не тронут, поскольку дядя Саргоса был католикос, то есть патриарх всех армян. Да, правда, он думал только о своей голове и о своих церковных богатствах, но, по крайней мере, по приказу Мурада IV Эчмиадзин не тронули абсолютно. Он не был ни разграблен, ничего. Вот представьте, какое огромное влияние имел купец на самого султана, которого, между прочим, называли кровавым. Однако же деньги сделали свое дело, деньги, от которых он зависел, заставили его пойти на определенные уступки. Для других этих уступок не было. Итак, вот бывают такие моменты, когда люди торговые понимают, что вот человек пришел, подошел, посмотрел, похвалил товар, и все, через некоторое время останавливается торговля, ничего не идет. Считается, что, во-первых, первого клиента нужно обслужить так, чтобы уступить ему, тогда весь день будут люди приходить. Первый клиент не должен пройти бесплатно, иначе весь день будет потерян. Далее нельзя конкурентам позволить подойти, потрогать твои вещи. Считается, что таким образом они удачу заберут. И очень много тонкостей, которые, скажем, торговый люд знает. Но те люди, которые опытно торгуют уже много лет. Опытные торговцы знают, что не нужно надоедать клиентам, не нужно говорить, давайте вот это сделаю. Нет, они ненавязчиво предлагают что-либо, но они знают, что когда человеку надоедают, человек уходит, спешит уйти. Опытные продавцы включают в своих магазинах приятную мелодию, которую приятно слушать. Человек оттягивает вот этот момент ухода и что-нибудь выбирает. Вдруг там что-то понравилось. Далее самые яркие вещи выставляются в начале, потом уже более невзрачные, скажем так. Уступает в цене, по сути, цена остается та же самая, просто вместо 300 рублей пишется, что она была 600, а теперь уже 300. Вот вычеркивается, чтобы у людей в голове осталась вот такая огромная разница, да, уступает. Потом я хочу дать совет тем людям, которые торгуют, у которых свои, может быть, магазинчики, большие, малые. Возьмите благовоние с запахом ванили, а лучше духи с запахом ванили и попшикайте в магазине. Ваниль пробуждает у человека детские воспоминания, приятные ощущения. Включайте классику, но не оперу, чтобы голова опухла, а вот такие вот приятные мелодии, которые не бьют по мозгу. Тогда человек, вот это, ощущая вот этот запах ваниль. Ваниль нам напоминает бисквиты, детство, там, выпечки, понимаете? Это все пробуждает приятные ощущения. Человек заходит, приятная музыка, запах ванили, ощущение детства, расслабляется, ему хочется что-то купить. Это маркетинговый ход. И многие этим пользуются. Есть определенные вещи, например, символика, она очень много означает. Черное-белое. Красный на фоне черного может привлечь сразу внимание. Какие-то бежевые блеклые тона, они неинтересны, они сразу забываются для зрительного ощущения. Возьмите, посмотрите маркетинговый ход, потому что многие иногда жалуются, что вот не продается и так далее. Когда садишься и начинаешь с ними говорить, просто советовать человеку, а вот как вы делаете? И получается, что человек не умеет свой товар выставлять правильно. То есть приходят, а в памяти не остается. Посмотрели и ушли. Неправильно вы выставляете. У вас могут быть очень красивые вещи, уникальные, но их не заметят. А есть человек, у которого там просто висит там цыганский базар, вообще ни о чем. Но она так красиво это преподносит, так интересно это говорит, что хочется что-нибудь купить. И те, которые торгуют, запомните, надоедает, когда заходят покупатель. Что вам предложить? Может, вот это посмотреть. Может, то человек спешит уйти. Нужно дать человеку время подумать. Не нужно лезть. Чем меньше вы лезете, тем больше вероятности, что человек у вас что-нибудь купит. Потому что обдумывает,
сопоставляет со своими возможностями. Когда вы начинаете лезть, действует это с точностью наоборот. Потому что у человека психология такая. То, что мне навязывают, у меня вызывает отторжение. Вот представьте, вы идете, и вас хотят познакомить с кем-нибудь, с каким-нибудь мужчиной. Вот он пришел, может, он очень симпатичный, он интересный молодой человек. Но поскольку тебе это навязывает, внутренний вот этот бунтарский дух, как я что, должна жить с человеком или познакомиться с человеком, который нравится им, которого они хотят, этого не будет. И даже если человек вам очень понравился, в любом случае вот это вот отталкивающее ощущение, что ты идешь на поводу кого-то, ты, значит, принимаешь человека по рекомендации кого-то, это тебя злит. И ты можешь отказаться от этого. То же самое, когда человек тебе навязывает это, у тебя отторжение, значит, это нехорошее. Даже если оно тебе подходит, в любом случае это неприятно. Неприятное ощущение. Если даже человек купит это, второй раз он к вам не зайдет. Но если у вас не навязчивость, но, с другой стороны, не должно быть безразличия. Например, есть два магазина магии. Вот в одном очень хорошее обслуживание, если ты что-то спрашиваешь, они находят, они могут несколько вариантов найти, спокойно тебе разложить, вот объяснить, показать, вот какой есть у них камень еще и так далее. А второй магазин, когда заходишь, сидит молодой человек за компьютером, и ты что-то спрашиваешь, он нехотя встает. А вы точно будете брать, а то там мне достать тяжело. И такое ощущение, как будто делает тебе одолжение. Тебе уже неприятно. Словно ты просишь, унижаешься, чтобы тебе показали. И в следующий раз ты туда не пойдешь. И таким образом один из этих магазинов все-таки закрылся, и перешли они в склад. И неудивительно, потому как абсолютное безразличие к клиенту и чрезмерная навязчивость дает обратный эффект. Это так просто, чисто как клиент этих магазинов, я вам говорю, что когда я захожу, мне что-то хочется взять, я возьму больше, если ко мне не подходит. Вот я решаю, вот это хочу, то. А если мне даже что-то сильно понравилось, но человек мне надоедает, лезет в душу, давайте я вам то покажу, а хотите вот это, уже это настолько злит тебя, что ты говоришь, нет, спасибо, я подумаю и подойду, и уходишь. Хотя хотелось купить это. Но надо было, чтобы тебе дали пару минут подумать самой, решить и попросить там снять и показать. Итак, как перетянуть клиентов на свою сторону? Это не крадник, это перетягивание. То есть человек, который абсолютно никакого нормального товара не привозит, к этому человеку ходят и ходят нескончаемой толпой, а у тебя нормальные товары и к тебе не приходят. И ты не можешь понять, почему это происходит, и что. Потому что есть люди, которые знают определенные шепотки. Они начитывают, и у них получается. Я помню, когда женщина сказала, что первый раз ее подруга порекомендовала, и она начала читать, и у нее столько народу пошли, что у нее просто голова пошла кругом. Она удивилась, откуда они пришли, сразу заметили, начали покупать и покупать. Ну, притягивает определенная сила, понимаете, притягивает. Вот хотите прям понять, как это происходит? Вот вы начитываете, и идет энергия по всем сторонам света. Вот вашего там супермаркета или что у вас там, не знаю, ЦУМ или торговый центр, вот вы там торгуете, у вас есть там маленькое место, кафе это или чем вы торгуете, неважно. И вот вы начитали, и силы начинают действовать. И они начинают подходить к людям, ну, не так прям вот, прямо с глазу на глаз. Но они начинают внушать людям, которые там ходят. Ой, заходи в такой там яркий магазин, посмотри, как интересно, может, что-нибудь тебе понравится. Вот заходит человек, сила дальше шепчет внутри, подсознательно внушает ему. Вот это тебе очень подойдет, вот это я хочу. А вот можно еще, ой, как же красиво. А вот мне еще даже на день рождения на днях, может, здесь я и куплю как раз. Вот случай, а что тянуть? Можно и здесь взять вот какие яркие вещи. Все, человек взял 3-4 вещи и ушел. И вы стоите в ступоре. Как так? Вот никто не ходил, а тут пришли. Объясняю. Слова, заговор, посыл, шепоток. Он действует таким образом. Силы идут
и внушают, что пришли, у вас купили. Силы идут и внушают, чтобы тебе не отказали. Понимаете, силы идут и внушают там человеку, который хочет напасть на тебя, что этого делать не следует, потому что у тебя есть оружие наверняка, или ты сильна и сможешь убить. Или там за кустами кто-то есть, следит, и это не просто так, ты не одна здесь. И человек убегает. Понимаете, вот любой заговор, он связан с духами, с силами. Силы работают, силы сразу слышат, силы берут сразу на заметку и делают, как ты просишь. И когда у вас будет хорошая торговля, каждый раз что-нибудь сделайте, какое-нибудь доброе дело. Вот у вас есть там бродячие собаки. Купите еду этой собаке. Вот зайдите, купите еду, косточку, что-нибудь вкусненькое. Оставьте этой собаке. И не забывайте вместе с едой и воду поставить. Потому что когда они кушают, они потом начинают искать воду. И не всегда находят. Вот в одной миске воду, в другой вот такой вот. Просто носите с собой вот этот корм. Кормите кошек, собак, сделайте доброе дело. Вы должны отдать мирозданию то, что вам отдали. Хотя бы какой-то процент. Вы продали на 60 тысяч. На 200 рублей купите этим собакам, кошкам корм. И покормите их. Я не знаю, птицы-то найдут. Они более шустрые, а эти бедные не могут найти. И не знаю, что. Нищим подавать, я бы сказала, если бы они были на самом деле нищие. Ведь это, если же так разобраться, сидят аферисты в основном. Поэтому сказать нищим, ну, может быть, у бабушек каких-нибудь вот продают что-то. Вот купите прям, хоть вам и не надо, но возьмите, выручите этих людей. То есть сделайте доброе дело. Своим детям нет, своей маме деньги отправить на карту не надо. А вот есть у вас такие знакомые, которым тяжело, вот помогите. 100 рублей, 200, 300. Откупайтесь каждый раз, когда у вас очень хорошая торговля. Начнем. Ну, где-нибудь там отдайте собакам, кошкам, не знаю. Много таких возможностей сделать доброе дело. Да, читать нужно 6 раз. На рынке за прилавком стоял ухарь-купец. Я извиняюсь, вначале скажу, пока не забыл. Ухарь-купец, даже песня есть, и фильм есть «Ухарь-купец». Ухарь – это купец со смекалкой. Вот согласно преданию, на Руси жил такой ухарь-купец по имени Назар. И вот он торговал, и все ему завидовали, и пытались узнать секреты его торговли. А потом, когда за ним проследили, оказалось, что Назар идет раз в неделю, идет к какой-то ведьме, и что-то от нее получает. Вот пошли конкуренты к ведьме, сказали, вот ты купцу Назару что-то там продаешь, отдаешь, у него хорошая торговля, нам тоже отдай. Она им дала эти деньги, то есть какую-то траву заговоренную, пошли и опять увидели, что Назар хорошо торгует, а у них ничего не получилось. Вернулись к этой ведьме, чтобы разобраться с ней. И сказали, мол, зачем ты нас обманула? Вот ты дала, у Назара опять торговля идет, а у нас ничего. Она сказала, так Назар каждый раз, когда приходит, мне приносит гостинцы и деньги дает. А вы ничего не дали, вы жадные, поэтому я вам помогать не буду. Вот отсюда и вот эта легенда про ухаря-купца, Назара Молодца. Ну, в некоторых как бы народных фольклорах и песнях его имя не называется или называется другое. Вот преданное об этом, что Назар настолько разбогател, что его дети еще получили княжеский титул, и неизвестно, какой из князей на самом деле был потомком того самого Назара. Но про ухаря-купца осталась легенда. Вот на основе легенды ухаря-купца я вам дарю этот заговор. Читайте перед тем, как начнете торговлю. Если вы дома работаете, читайте для себя 6 раз и начните эту торговлю. В любом случае, вот любая торговля, если вы продаете, если вам нужна клиентская база, в магазинах и так далее. В основном это для этих людей. Ну, для бюджетников, знаете, может и поможет где-то, дадут подработку, но на самом деле это нацелено на торговлю. Купи-продай. Там обмен энергии, поэтому там быстрее и сильнее сработает. Итак, просто читайте. Ни на что не нужно, ни свеча, ничего. Просто читайте и начинайте свой день.
На рынке за прилавком стоял ухарь-купец. Назар молодец. Да всякой всячиной он торговал. Продавал по чести, вешал с избытком, резал с прибавком, лил с остатком. Рядом духи успеха купцу помогали. Денежные, извиняюсь. Успех потом называется. Просто устала. И рядом духи денежные купцу помогали. Народ созывали, товар продавали. Этот ухарь-купец Назар молодец. Торговлю начинал. Клиентов созывал. Я тот ухарь-купец, Назар молодец. Весь товар продаю, втридорого отдаю. А духи удачи мне помогают, народ созывают. Товар мой продают, а деньги мне отдают. Быть мне в достатке, а деньгам в избытке. Пчелы на мед летают, клиенты на мой товар слетаются. Торговый люд на меня дивится. Они торгаши-маргаши, а я купец молодец. Мое дело правое, мой кошель богатый. А я знатный. Они в дураках, а я при деньгах. Заклято. Чуть неправильно прочитала. Сейчас второй раз постараюсь не ошибаться. Извиняюсь. Устала все-таки 3 часа ночи. На рынке за прилавком стоял ухарь-купец. Назар молодец. Да всякой всячиной он торговал. Продавал по чести, вешал с избытком, резал с прибавком, лил с остатком. Рядом духи денежные купцу помогали, народ созывали, товар продавали. Я тот ухарь-купец, Назар молодец. Торговлю начинаю, клиентов созываю, весь товар продаю, втридорого отдаю. А духи удачи мне помогают, народ созывают, товар мой продают, а деньги мне отдают. Быть мне в достатке, а деньгам в избытке. Пчелы на мед летят, клиенты на мой товар слетаются. Торговый люд на меня дивится. Они торгаши-маргаши, а я купец молодец. Мое дело правое, мой кошель богатый, а я знатный. Они в дураках, а я при деньгах. Заклято. И еще раз прочитаю. Первый вариант немножко неправильный. Вот второй и третий. Учтите. На рынке за прилавком стоял ухарь-купец. Назар молодец. Да всякой всячиной он торговал. Продавал по чести, вешал с избытком, резал с прибавком, лил с остатком. Рядом духи денежные купцу помогали. Народ созывали, товар продавали. Я тот ухарь-купец, Назар молодец. Торговлю начинаю, клиентов созываю, весь товар продаю, втридорого отдаю. А духи удачные удачи мне помогают, народ созывают, товар мой продают, а деньги мне отдают. Быть мне в достатке, а деньгам в избытке. Пчелы на мед летят, клиенты на мой товар слетаются. Торговый люд на меня дивится. Они торгаши-маргаши, а я купец молодец. Мое дело правое, мой кошель богатый, а я знатный. Они в дураках, а я при деньгах. Заклято. Все, друзья мои. Удачной вам торговли, много денег и заслуженных денег. Потому как деньги решают, если не все, то почти все. Всем удачи!